Вадима набор. Фраже молочник. Посмотрите, какой статный. Все эмблемки есть. Сахарница. И чайничек. Так, тут он еще ставит роскошь. Это у него уже стояли, я вам снимал, но вот они пока в наличии. Как на красном ярко красиво смотрится. Ух ты, это красиво же оформить стол вот так вот. Зеленые чашечки, зеленые эти, как их, подсвечники. И получится вот такая красота. И вы сидите, вас двое, король и королева. Ну, шикарно. Так, как думаете, какую королю дадим кружечку, какую королеве? Ну, я думаю, наверное, с розовым, да, королеве, а более зеленая это королю. Так, да, шикарная картинка, между прочим. Я бы это назвал тоже глубоким посеребрением. Но он фарфоровый. Но серебрение какое гладкое, ровное, прям идеальное. Видите, беленький внутри. И здесь какой красивый. И тоже как в пазлы вставляется. Видите? Крышечка. И молочник есть в наличии. Форстенберг. Да. Именно форма красивая. И смотрите, здесь какая прелесть. Два чайничка, заварной и для горячего. С такими интересными, забавными крышечками. Ага. Вот такой молочник необычный. ТПМ. Красавец. Так, и вот этот комплект, по-моему, его не было, не помню такой. Сахарница, молочник и кофейник большой. А я хочу добраться, не знаю, показывал, не показывал, вот этот молочник. По-моему, показывал, но он заслуживает внимания и повторить его презентацию. Без клейма. Вот хорошенький, да. Такое блюдо прям огромнейшее. Что там написано? Размыто. Мне не совсем понятно. Но она большая. Шесть нам еще висит, еще не продалась. Она длинная. Котейка из скоморох. Птаха у него на плече сидит, видите? Шапочка снимается и получается наливайка. Ага, смотрите, какой здесь подсвечник тройной. И с ним кувшин. С ним кувшин, а здесь еще один вариант. Штофика. Горн в руках. Собачулька. Ну, это что-то такое, наши мотивы, да? Ну да, роспись. Made in Россия. И роспись наш человек, как говорится. Бавария. Два одинаковых, один бежевый, другой зелененький. Даже не бежевый, а розоватый, да, такой?
Спасибо. Новый продавец стоит и новый товар. Вижу. Такая картина. В шикарной раме. О, ты теперь здесь. Оказывается, эта Кнарик переехала сюда на место Артура. И у нее как раз теперь мне тут удобно снимать все эти предметы. Потому что там в помещении у нее была, мебель. Близко не подойдешь, мебель стояла. Смотрите, какая статуэтка. Старенькая. Даже кое-где краска срезана. Вот этого рыбака хорошо сфотографировали. Рыбака уже показывал я вам. Но вот надо повторить. А, это он создает прямо на наших глазах. Бюст. Угу. Не сказка, правда, мечта. Круэт. И подсвечники. Они же и бра. Барановка. Такой рисунок мы сами не встречали еще. А, вот эти вот продолжение комплекта. Угу. Вот это красивая вещь, серебро с хрусталем. Ваза терракотовая. Ну, в общем, она сейчас обосновывается сюда, и мы в следующий раз уже придем, и у нее здесь побольше снимем. С почином. С почином. У Кнарик еще две вот таких вазочки на ножках одинаковые. Это Гарднер. Старенькие. Вот с такой лентой, со львом. И лев подает, что это он у нас? Как это называется-то? Подскажите, королева, что он подает? Не скипетр, а что он подает? Что у него в руках-то у льва? Ну, королева подскажет, подскажите нам. Мы тут замерзли все уже. И так Соловьев не помнишь, а тут тем более. Это набор, такой комплект письменный, пресс-бувар. Это для мелочей, для скрепок и так далее. Или перо вот можно класть вот так вот. А вот эта штука для писем. Для писем, которые свертки сворачиваешь, сюда вставляешь. И хотел вам показать еще... вот этот светильник. Посмотрите, какая красота. Возможно, здесь еще плафончики были. Возможно. Ну, красивый такой, пристеночный. Ногу. Вон как он тут раздольно все сделал, все красиво, комфортно. Целый магазин. Видите, какое пространство теперь. Стоял он здесь, теперь там Кнарик стоит. И теперь у него вот прям можно зайти и полюбоваться всякой роскошью. Много таких товаров мне принесли, может показать как раз на столе еще даже. Ага. Разбирает. Тут у него новиночки. На ковер-то можно наступать? Да, можно. Ковер тут роскошный. Все роскошное, все красивое. Прям не знаю даже, куда глаз-то свой приткнуть. Ой, это что-то какие-то страшненькие тут змеи. Уточки двойные. Слушай, ну красиво стало. Да, это пока чуть похоже, будет интересно. И лампа вроде вот горит, и как будто немножко так греет, знаешь, при таком холоде кажется, что она греет. Куда смотреть? На стол. Нет, на другой.
А, вот эта лампа. Ага. Ага. Ну да, с зеленым сукном на фоне. Но здесь нога красивая. С ангелочками. Ну и неплохой этот. Как его назвать? Вот этот как? Абажур. Абажур, да. Что-то я в последнее время забываю это слово. Вон у него там ламп целый выбор. Видите, какой. Мгм. Смотри, какой большой, здесь еще квадратный. А у меня больше Да, есть. больше есть? Да, две огромных. Мгм. Даже больше, чем вот это. Мгм. И еще, ну, еще вот это, бронза по краям. Так, у него тут прелести всякие. Смотрите, какой необычный вот этот. Да, это вот только принесли. Еще не привезли. На оценку все лежит. Угу. Приценяется он здесь. Коробочку покажи. там. Вот, необычный. Вон там. Да, Мгм. там какие-то зажимы швейцарские. А это брошка. Вон там брошка редкая. Цепочки. Это двойная получается. Мгм. Мгм. Так, вот эту давайте посмотрим. А, к ней нужно присоединить этот третий. Ну, вот это интересно, хорошая. Ух ты, топорик какой. Ай, зацепился. Ой, серебряный такой. Подвеска. Ну, такие они классические. Нам нужно все ажурное с вами, правда? Это серебро. 16 тысяч с надписями. Нет. У Артура. Какой забавный ежик. Не, ну 30 не дам. 300, да. 300, да. Это яблочко получается у него. 500, нет, я говорю, 500 нет. Забавная история. Как продать? Штучка, или как это назвать? 3000 такая. Красота. Спасибо большое. Очень вкусные пироги сегодня были. А, кукла, которую я вам давно уже показывал. Да, Прихожу ответа, ну конечно. общались. Подвесная. Шторм целый год. И пока еще не продалась. Не продалось это красивая лампа. Лампе. Я помню, я и говорю, что она еще не продалась. Мгм. Девочка с куколкой. Ой, блин. Размытая эмблемка. Ага, какой он тяжелый, он неподъемный просто. Хотя бы наклоню, чтобы вам было видно. Что это за объект такой непонятный? Кто это, пингвинчик или кто с такими ресницами? Черевички принес своей королеве, помните, да? Вернее, от королевы. В которой много чашечек различных. Вот, кстати, такая необычная красотка. И она говорит, вот это новиночка с пташками. Розовенькая. Тончайшая, совсем тоненькая. А чья она? Вот это? Это Гарднер.
Керамика. Пепельничек. Да, вот это красота, конечно. Ручка, посмотрите, какая. Идем дальше, чтобы еще что-то заснять. Хотя они все уже собираются. Я тут грелся долго. Такса здесь сидит. Видите, какая? Грустненькая, тоже замерзла вместе со мной. Обожаю такую лепнину. Некоторые сами даже такое делают. Ну-ка. Покорение севера. Там, Покорение севера. Павлова. ОБ или СБ Павлова. А это что? шкатулочка. Вот такая плоская шкатулочка. Это из чего она? Яшма. Яшма. Гладенькая, такая приятная. Спасибо. Стерся рисунок, но вот у него интересные вот эти ручки фигурные. Нестандартные, необычные. Ну, кстати, рисунок можно нанести умельцам новый, и будет красиво вещица. Спасибо. Здесь посмотрите, какая красота, охота графская. Ну, сама рама роскошная. Нужно отметить. А роспись есть? Не вижу. Нет, вот тут что-то есть, но подстерлось или очень тонко. Большая. Можно даже сказать, огромная. Ну, рама великолепная, конечно. Слушайте, ну это сказка. Вместе с картиной это сказка. Бархат с вышивкой. И вот эти два предмета, две колонны с такими вазами. Что это? Бронза? Ну, наверное. Монументальные. Серьезный такой. Серьезная покупка, серьезный подарок. Вот эти, конечно, две красивые вазы. Достойные. Ух ты, шляпная булавка. Бог мой, какая она красивая. Невероятная. А я движусь к пуговицам ближе. Консольный столик. На фоне чемодана с кружевами. Еще есть статуэтка на ней такая. Спутьте. Ой, какая она тяжелая. Что-то у него в руках должно быть еще. Столик. Достоин внимания. Роскошный, да. Это такая закрывающаяся штука. А что это? И с этой стороны. Типа ширмы что-то. Красивая вещица, невероятная. Топорика у тебя нет? Нет, были, они сейчас. Google, что ли, там? Самое, я могу у тебя там где-то разместить. Ради бога, дорогой там. Что, а стоимость? 20 стоит, торг возможен. Друзья, вот здесь точно мне нужен. Вешалка. Вот здесь мне точно спонсор нужен. Спонсор, отзовитесь. Прекрасная. Прикроватная тумба. Но и цена доступная. Ну, сейчас у меня впереди показ, естественно, и немало деньги вкладываю в ткани, немало деньги за сам показ ты оплачиваешь все это. Спонсор Ивана Рыбникова канала, отзовитесь. 20 тысяч он стоит. Жду предложений.
Роскошная вещица. Так, и я подхожу все ближе вот к мужчине, у которого пуговицы я должен забрать. Буду забирать их. Роскошные, правда? Связочка. Здесь вижу еще предметы интересные. Для чего такой, подскажите? Для чего такой? Ну, это знаете, что хорошо? Это вот хорошо гипс накладывать на картины, там, допустим, вот эти слои разные. С гравировкой, видите, с инициалами. Ну, вот приспособление такое, что можно ему найти. Эти применения. Крючочки вот эти, вот, посмотрите, с перламутром. Так, сейчас сфокусирую. Так, и мне понравилась у него вот эта шкатулочка, она маленькая-маленькая. Смотрите, какая. И на ней мозаика вот эта мельчайшая. Слушайте, вот это место, оно же находится, вернее, ну вот под этой зеленой крышей, там внизу бункер. Чей там бункер внизу? Бункер Сталина. И поэтому здесь холод прям очень ощущается. Моментально замерзаешь. Вот я шел пока шел до этого места, замерз. А здесь моментально ощущается морозность такая. Венецианская мозаика. Есть, мне кажется, Она стоит 20 тысяч. Латунь. Кого-то околдовали? нет, вы знаете, я оттуда его злых духов. Заколка или булавка? Булавка такая. Близко не подходила. И сама не делаю, и не... Сказали, что это для часов. Вот на юбку прицепляется. Как этот предмет называется, я уже забыл. 15 тысяч стоит. Но это не серебро, это металл. Но это редкая вещь. Здесь перламутр, по-моему, тоже стоит. И сюда прицепляются часы еще дополнительно. Ну, круглые такие, подвесные. Карманные. Только посмотрите, какая. А вилочка ли это вообще? Что это такое? 1000 рублей. Клеймо есть. Сейчас спрошу, для чего это. А такая для чего? А, там еще надпись какая-то есть, видите? С корабликом. Две королевы пришли, мы часто пересекаемся с ней, вот именно с той дамой, которая громко говорит, на разных рынках. Она такая интересно одета, и у нее вкус хороший. А мы с вами сейчас видим старый градусник с наконечником латунным, в чехольчике кожаном. Пипочка латунная у него. Коробочку вот с гвоздиками для подвешивания хрусталиков на люстры, на бра. Вот эта баночка 2000. Европейский двуглавый орел. Спасибо большое. Спасибо. Вот вам еще придет. Видите, какие благодарные покупатели сегодня. И уходить не хотят, скучали. Но я же пришел. Да, вы пришли. А это важнее. Вас как-то надо завлекать. Вы сладкое любите? А я все люблю. И сладкое, и не сладкое. Смотрите, с обратной стороны китайская маркировка. Это Китай. С этой стороны, в середине, роспись в европейском стиле, двуглавый орел, что совершенно не свойственно Китаю. Это не китайская тематика нисколько. Цветочки нарисованы тоже в европейском стиле. И на этом все. Потому что... Но вот только орнамент немного так. Орнамент это китайский. Да. Да, это их традиционная роспись, такая вот объемная. Вот, очень интересная. Да. Не Она стандарт. абсолютно редчайший экземпляр. Холодно ее в руках держать.
Какие-то у нас новинки еще. Есть, вот Есть? новинки, вот эти две. Лыжники. Лыжницы. Лыжники, да, правильно. Перед лыжней. Как они появились вовремя. Да, между прочим. Еще немного снег упадет. Еще немножко и все. И они пойдут. Так, вот это что-то вот такое красивое. Это очень интересно, да. Это А она шкатулка какая объемная, легкая. большая. Да, Какая она легкая. Она легкая, потому что это не фарфор, а фаянс. Я ее заклеила, потому что боюсь, что Мгм. потеряется крышка. Потому что ее надо было предостеречь. Да, Италия. Да, Красивая. да, да. Украшения складывать. А вот эти ложечки, вот эти вот, А я их снимал в прошлый раз. да, ручная роспись. Бывшая пудреница. Почему? Потому что у нее внутри зеркало. Смотрите, какая застежечка элегантная. Давай помогу. А все, у меня получилось все. Да. Да, здесь. Я все это умею делать. А сам посмотри, зеркальце, чтобы было видно отражение. Ну там мутно все, ничего не видно. Протереть надо его. Но милейшая вещица. Да, да. В руках приятно держать. Видите, в ладошку помещается. Фарфор. Фарфор, да. И роспись такая, она ощущается. Она не гладкая, выпуклая. Да. Знаю. Сейчас, подожди. Сейчас. Какой-то известный заяц, говорят. Да, по мотивам Доре, но сделал это итальянская марка Каподимон. А, ну Каподимонте. Нам это более привычнее, более понятно. Но только не хватает нам еще цветочка на нем, чтобы это было уже совсем Каподимонте. Да. Но все равно, да, читается даже, знаете, по цвету. Сейчас я попробую найти, покажу. У нее ищите, холодно. Балеринки, да, это Германия, балеринки в идеально хорошем состоянии. Это они в комплекте или по одной? Нет. Мне вот эта сидячая нравится. Да, очень хорошие, мне тоже очень нравятся. Они такие вот миниатюрные, в очень хорошем состоянии. Эмблемки есть. Хорошие. Угу. Нет. Не забирайте меня с канала Ивана Рыбникова, не забирайте, я останусь и буду только на нем. Я другие смотреть не хочу. Не уговаривайте меня. Видите, уже все свечерело. Я сегодня замерзший, заледеневший, но меня все тут грели, все холили и лелеяли, что очень радует. Иначе бы я тут долго бы не проходил. Очень сложно теперь снимать из-за холода. Может, я совсем неженкой стал за этот год. Потому что как-то я прошлую зиму снимал. Или, не знаю, в общем, что-то такое холодное настало время. Но буду утепляться в следующий раз. Носки купил, одел, ну вот в самом начале. И сразу ситуация поменялась, как-то уже более стало комфортно. Бегу к кассе, забрать свои вещи и уже домой. Люди по-прежнему гуляют. Вон они, эти колокола звонящие. Ася уже потеряла меня, звонит. Мы уже все собрались, конечно. Говорит, домой не собираешься? Так. Прохожу через эту красивую арочку. Забрал я пуговицы роскошные эти. Спасибо Ольге. Спасибо большое. А вот еще некоторые стоят, собираются. Забрал пуговицы, пообщался с Мавриной рядом. Тоже телефон сел, сейчас подзарядил. В общем, теперь холодно, телефон тоже еще быстрее садится. И так он у меня такой, уже перегружен всем. Из-за этого тоже быстрее садится все. Но они еще стоят. Но уже темненько. Бегу. А все уже нужно выезжать домой. Все, мои хорошие, до новых встреч. Завтра я в Кремле. Ну, когда вы увидите видео, то я уже выступлю. Вернее, не выступлю, Лариса выступает. И, кстати, она открывает концерт. Самое главное, концерт непростой. Там звезды первого
эшелона в этом концерте. Как же это не просто тоже. Летом-то это одна картина, а вот сейчас это очень холодно. Ух ты, сирень. Сирень в такой раме. Это у Вадима рядом с Асей. А сколько сирень стоит? 10 тысяч. 50-е годы. 50-е. Она большая. 15 тысяч у Вадима. Видите, язык вытащил от удовольствия. Совсем стемнело, но красава. Наше дефиле. А сейчас приветствуйте член Союза дизайнеров, эксперт Первого канала, неоднократный победитель номинации «Дизайнер года» Иван Рыбников. Он представляет коллекцию «В плену у моды», вернее, антикварные и винтажные шляпки из коллекции Ивана Рыбникова. Приветствую. Пожалуйста. Исполняет песню. Я представляю снова здесь своих шикарных королев. Порадует нас, как всегда, походкой легкой от бедра. Аплодисменты снова градом, все это служит мне наградой. Ярче софиты, здесь каждый